Он светился, когда его в руки берешь. И решил рассказать я об этом в обзоре. Не может быть, но у часового на обзоре опять наключный фонарик. И мне кажется, на этот раз он должен быть неплохим. Ведь мной любимый Minix от той же фирмы Trustfire мне служил верой и правдой около 2,5 лет. Он и сейчас работает, но нужно ведь менять наключники, поэтому давайте рассмотрим серию Mini 11. Возможно, Mini X это был Mini 10, а Mini 11 это продолжение. Аккумулятор у него остался того же размера, светит он более чем в 2 раза ярче и появилась еще куча разных фишек, давайте разбираться. Зная Trustfire, я вам скажу, упаковка довольно-таки крупная. Обычно они так засовывают, что там только фонарики влазят. Фонарик, конечно же, будет и яркий оранжевый. В комплекте коротенький шнур для зарядки Type-C. Довольно скромная инструкция, из которой мы узнаем, что фонарик может светить как 2 люмена, так 25. Причем в 2 люменах он светит 55 часов, 25 люмен 5 часов с половиной, а 85 люмен он светит 2 часа. И 750 люмен он якобы светит 65 минут. На самом деле, я думаю, в пределах минуты это мы замеряем. IPX у него всего лишь 4, поэтому максимум от дождя. И да, он бывает в 3 цветах. Это черный, белый и оранжевый. И у него есть, конечно же, магнит, конечно же, клипса и боковой свет. По крайней мере, на рендере от производителя выглядит все именно так. А пока давайте вытащим реальный фонарик и посмотрим. Фонарик холодный, а значит алюминиевый. Очень крупно написано, что здесь 300 мА аккумулятор. Впереди есть дополнительная подсветка. Также имеется 2 основных светодиода, которые в сумме выдают 750 люмен. Есть черная клипса и есть порт для заряда. И такой вариант магнита мне нравится, потому что крашеные магниты царапаются быстро, а вот такие, в принципе, царапин особо не боятся. Главное, чтобы он там крепко держался. Магнит хороший, хрен отцепишь. Клипса черно-металлическая. Как видите, под клипсой у фонарика есть изгиб, и по идее на джинсы и на кепку он должен без проблем одеваться. Также у него есть большая проушина для темляка, хотя темляка в комплекте я не нашел. 2 клавиши управления. Давайте попробуем взвесить, замерить и потом будем включать. Толщина 13,6 мм, ширина 23 мм, длина 56 мм. Minix был покороче, но у него и магнита нет, и дополнительного света нет. Хотя есть красный, либо же ультрафиолетовый на выбор светодиода. Весит он 33 грамма, независимо от того, каким образом его взвешивать. И, как видите, магнит реально хороший. Логично, что левая клавиша должна включать основной светодиод. Так и есть. А переключение режимов, скорее всего, будут долгим нажатием. Раз, два, три, раз, два. И давайте угадаем, как же включить 750 люмен. Неужели 2 нажатиями? Точно. И 3 нажатиями включаем стробоскоп. Управление логичное. Давайте попробуем, включается ли вот эта вот подсветка. Включается, и долгим нажатием, скорее всего, будут меняться цвета. Да, цвета меняются, и мне нравится, что они меняются четко, то есть без промежуточных значений, потому что когда промежуточные значения, то ни красное, ни зеленое вы толком включить не можете, вы все время попадаете где-то мимо, и, если честно, это немножко напрягает. Перед полевыми испытаниями покажу максимально крупно. Тироптика очень похожа на модель X. Только X был более плоский, а этот товарищ более широкий. Скорее всего, за счет того, что вот здесь у нас идет углубление, плюс у нас добавлен дополнительный свет. А аккумулятор остался такого же размера, поэтому чуть-чуть увеличили корпус. Ну и, конечно же, тут есть магнит. Производитель обещает ту его кучу режимов на вот этот дополнительный свет. Ну, а пока я немножко протестирую и, конечно, проверим все эти режимы. Проходив с данным малышом несколько дней, скажу вам, он меня вообще не разочаровал. Особенно зашла его клипса. Она практически не добавляет ему толщины, но при этом отлично садится на карман. А вот таким образом это выглядит. Можно внутрь, можно при желании и наружу. А можно попробовать и на кепку. Вполне себе хорошо садится. Держится просто максимально крепко. Хотя, если козырек будет очень толстый, вот здесь, возможно, может соскочить. Но это не точно. Аварийный вариант налобного фонаря вполне себе неплохой. Довольно быстро привыкаешь, что слева у тебя основной свет, а справа дополнительный. Также в эти клавиши, которые, я вам скажу, довольно-таки упругие, встроена индикация заряда. Включаем, видим голубой свет, а значит заряд от 70 до 100%. Если будет желтый, то от 30 до 70, если же меньше, будет красный. А если красный начинает мигать, то меньше 10% и, естественно, пора заряжать. Порт заряда прикрыт резинкой, и резинка, на удивление, здесь меня не раздражает. Она очень плотно садится в корпус, вообще из него не выпирает.
И только маленький язычок сбоку торчит, и он никак не зацепляется за пальцы, поэтому такой вариант расположения одобряем. По магниту еще раз похвалю, что магнит не крашеный, ничем не прикрыт. Это максимально сильный магнит, который максимально вандалоустойчивый. А учитывая малый вес фонарика, держится он экстремально крепко. И можно использовать, к примеру, если вам нужно подсветить какой-нибудь счетчик, а вот таким образом это все выглядит, заодно оцените яркость дополнительной подсветки. Мне кажется, яркость от 3 до 8 люмен, но этого вполне себе хватает для недальней подсветки, ну или каких-нибудь развлекательных целей. А так как мы в инструкции прочитали, что 750 люмен светят 65 минут, конечно же стоит это проверить. Включаем фонарик и, как увидим, целые 12 секунд он не сбавляет яркость. Потом теряет около 10%, а приблизительно на 40 секундах падает приблизительно на 115 люмен. Но, что интересно, ждем еще секунд 10 и он немножко добавляет яркости приблизительно до 125 люмен. И вот именно эти 125 люмен у вас будут светить 65 минут. С одной стороны мало, а с другой стороны это больше, чем максимальный режим, который выдает 85 люмен. А вот такие дела. И вот таким образом это выглядит на графике. А насколько логичны режимы работы основных светодиодов? На мой взгляд, логично. И объясняю почему. Итак, у нас есть 2 люмена. Это база, которая должна быть в любом фонарике. От 1 до 3 люмен. Второй режим яркости 25 люмен. С этой яркостью, если на улице темно, можно уже выгуливать собаку, куда-нибудь идти. Режим довольно долгий, более 5 часов работает. Может пригодиться? Может. Следующий режим 85 люмен. Это тоже долгоиграющий режим, в нем фонарик работает практически 2 часа без 5 минут. И с этой яркостью уже даже с боковой и всякой засветкой можно выгуливать собаку, можно идти в лес, можно идти куда угодно. А если нужно поярче, то, конечно же, можете включить турборежим, он потом упадет приблизительно в 120 люмен, это, конечно, ярче 85, но на самом деле стоит ли терять целый час из-за того, что фонарик будет чуть-чуть ярче светить. А вот таким образом это выглядит на детской площадке. Включаем минимальные 2 люмена и в принципе под ногами что-то видно. Включаем 25 люмен и уже можно рассмотреть до 5 метров вперед. Глазом видно в принципе до 10. Если же включаем 85 люмен, вся площадка освещена. Да, плохо, но все объекты мы различаем и вполне себе можно безопасно передвигаться. А если мы включаем 750 люмен, здесь яркость значительно возрастает. 750 люмен достаточно яркость для любой ситуации. Самое главное, чтобы эта ситуация долго не длилась, потому что, сами понимаете, 30 секунд он держит, а дальше начинает падать. С основным режимом света мы чуть-чуть разобрались, еще скажу, он выдает приблизительно 6000 кельвинов. Нормальный белый свет. Да, цветопередача не лучшая, но вполне себе сойдет. Но основная фишка данного фонаря, которая по идее должна его продавать, по мнению Trustfire, это дополнительный свет. Единичным нажатием вы включаете основной режим, в котором можно изменять яркость. Вот таким образом она меняется. Она довольно яркая. Как вы видите, некоторые цвета ярче, некоторые слабее, но они довольно яркие. С ними можно даже передвигаться. Для сравнения, вот таким образом они светят ванны. И, как видите, в закрытом пространстве еще ярче получается от них свет. А если из выключенного положения 3 раза нажать правую клавишу, раз, два, 3, то попадаем в режим вот такой вот полицейской мигалки. А если еще 2 раза, то переходим в основные режимы. Их здесь много. Сюда мы также попадем из основного режима 2 раза нажав. Давайте рассмотрим режимы. Итак, вот такая вот капля. Что мы можем с ней сделать? Давайте проверим. Зажимаем клавишу и капля начинает менять цвета. Давайте еще 2 раза нажмем. И как вы видите, капля двигается то сверху, то снизу. Давайте зажмем. И в этом режиме мы можем изменять скорость. Видите, от самого медленного до довольно-таки быстрого. Жмем еще 2 раза и попадаем вот в такой режим маячка. Некоторые производители это называют сердцебиением. А здесь мы можем, правильно, тоже менять цвета. Выбираете цвет и он будет вот так вот плавно затухать и загораться. Вы думаете, это все? Нет. Здесь есть еще один полезный режим, который можно моментально включить. Просто зажимаете правую клавишу и переходите в режим маячка. На мой взгляд, довольно толковый режим. Я его использовал, например, на велосипеде. У меня задний фонарь потух, и я, в общем-то, воспользовался вот этой штукой. Мигает, и вас, по идее, сбить не должны. А давайте проверим, хватает ли данного фонарика на природе. Включаю я 2 люмена, и мы уже видим свет под ногами. Включаем 25, и уже берег освещен. А если же мы включим 85 люмен, то глазом я уже очень хорошо вижу соседний берег. Да, до него недалеко, там 20-30 метров, но, тем не менее, этого вполне себе хватит вам где-нибудь на реке. А если вы видите какое-то подозрительное движение с той стороны, конечно же, включайте 750 люмен, и все становится видно просто как на ладони. 750 люмен – достаточное освещение, как я уже говорил, в общем-то, для 99% ситуаций. Конечно, если эти ситуации короткие.
Ну, тут понятно. Спросите, как я его носил? Конечно же, носил на клипсе на кармане. На мой взгляд, это оптимальный вариант. Но если вы хотите повесить, к примеру, на темлячок, то размер отверстия вам поможет это сделать вообще без проблем. Вешаете и носите. Но лично я рекомендовал бы вот такую вот штуку. Она намного более удобная. То есть вы крепите ее к вашему фонарику. Далее она легко садится на карман, и где-то внутри кармана фонарик висит, его никто не видит, доставать довольно-таки удобно. Но в этом фонарике это сделано, потому что других вариантов крепления нет. А если есть клипса, то зачем городить огород? Какой фонарик более функциональный, 11 или X? Конечно же, функциональный 11. Какой более компактный? Конечно, более компактный X. Как видите, он довольно-таки прилично тоньше и короче. Но у него нет магнита, нет дополнительного света, нет клипса. И светит он в 2 раза слабее. Обзор на эти фонарики, конечно же, у меня есть. Если что, переходите по ссылке, посмотрите. Он стоит в 2 раза дешевле. Но если вам не нужен, к примеру, ультрафиолет, который встречается в данных моделях, также красный светодиод, то этот фонарик будет интереснее. Наверняка вы выберете подходящий именно для вас режим дополнительного света. Он запоминается и всегда его можете включать. Плюс вот эта вот штучка маяка мне очень-таки зашла. Довольно-таки интересная вещь. И самое главное, она включается просто долгим нажатием. Если бы это включалось, зайди туда, нажми 3 раза, нажми 4 раза, конечно, никогда не будете пользоваться. А когда вы знаете, что вы зажали и попали в этот режим, конечно же, им можно пользоваться. А вот на основную клавишу и на долгое нажатие не повесили никаких функций. Довольно-таки странно. А вы спросите, есть ли стробоскоп? Конечно же, он есть. А возможно, дикую белку сможете такой яркостью отогнать. По водозащите здесь IPX4. Поэтому воду погружать вообще не советую. То ли в кнопках, то ли где не проклеили, скорее всего. Поэтому, я думаю, не стоит рисковать. Давайте еще раз посмотрим, как он светит в реальной жизни, и будем переходить к выводам. Итак, справа у нас дорога, слева у нас трава. Включаем 2 люмена, что-то видим под ногами. Включаем 25 люмен, уже можно передвигаться. Вполне себе нормальная подсветка получается. Включаем 85 люмен. И этого вполне себе достаточно, чтобы прогуливаться ночью. Ну а если что-то нужно посмотреть в дальнем краю, врубаем 750 и все отлично видно. Да-да-да, у меня тоже возник вопрос, снимается ли клипса. Да, она, конечно же, снимается. Сдерется при этом краска? Я думаю, да, конечно же сдерется, потому что она очень плотно здесь сидит, и я ее не снимал. Не хочется портить краску, но если хотите, она снимается. Тут без вариантов. Думаете, нахваливает фонарик, наверное, он его продает. Нет, я не продаю этот фонарик. Если вам нужны недостатки, один я точно нашел. Скорее всего, лакокрасочное покрытие здесь не самое твердое. Если вы заметили, маленький скол, я его чуть-чуть ронял, буквально с метра, и вот такой небольшой скол получил данный фонарик. А с другой стороны, об этом не стоит париться. Вот, к примеру, так выглядит фонарик, который 2,5 года практически каждый день был у меня на кармане. Да, он чуть-чуть покоцался. Да, вот здесь вот полностью слетела анодировка. И что он хуже от этого выглядит? Вообще ни разу. Работает все так же хорошо. А учитывая адекватную цену, Mini 11 от TruthFire рекомендую. Брать можно. Прикольный световой гаджет получился.